В этом выпуске мы с вами отправимся в Патагонию из Буэнос-Айреса. Посетим маленький городок Тревелин, окруженный Андами, поедем на ферму с тюльпановым полем, остановимся на пару ночей в Эскеле, чтобы посмотреть на железнодорожную станцию и паровоз, который отправляется прямиком в горы. Поднимемся на вершину горы и полюбуемся лагуной и разноцветными горами. Сделаем еще кучу интересных вещей. Ну что, готовы? Тогда начинаем! Всем привет из Аргентины! Вы на канале Макей Вэй. Меня зовут Наташа Макеева, и я психанула и устроила себе небольшое трехдневное путешествие к Андам. Еще с прошлого года я хотела попасть на тюльпановые поля, чтобы посмотреть на цветение множества разноцветных лепестков на фоне гор. Сезон цветения тюльпанов начинается 7 октября и длится всего месяц. В сентябре этого года ко мне снова вернулась эта навязчивая мысль, и я решила проверить стоимость билетов на самолет из Буэнос-Айреса до городка Эскель. Несмотря на то, что октябрь и ноябрь являются туристическими месяцами в Чубуте, билеты оказались в наличии и даже по нормальной цене. Стоимость билетов $110, прямой рейс из внутреннего аэропорта, время в полете 2,5 часа. С отелями ситуация была довольно разнообразной. Варианты были от хостела до глэмпинга в горах на берегу озера. За 3 ночи можно было найти хостел за $60, номер в гостинице за $100, и далее цены возрастали в геометрической прогрессии до бесконечности. Я посмотрела на свой рабочий календарь, увидела 3 более-менее свободных дня и решила, что пасьянс сошелся и нужно лететь. 13 октября утром я уже направлялась на такси в аэропорт имени Хорхе Ньюбери. Нужно сказать, что мне предстояло первое внутреннее путешествие по Аргентине, и вообще я не летала на самолетах уже почти 2 года и напрочь забыла, как там все устроено. Аэропорт оказался небольшим и уютным. На табло я нашла свой рейс и выход и направилась к нему. Паспортный контроль выглядел как 2 сонных офицера, мельком взглянувших в электронный билет и мой российский паспорт. Легче контроля я еще не проходила. Далее я прошла через металлоискатель, и в общем-то все. У меня есть еще час на кофе и ожидание посадки. Кстати, на сайте авиакомпании я толком не поняла, какого размера ручная кладь допускается, и поэтому я решила лететь с рюкзаком мужа. Дополнительный вайб бюджетного путешествия. Но на посадке я видела множество людей с чемоданчиками, которые явно были больше заявленных на сайте габаритов. При электронной регистрации билета я, естественно, выбрала место у окна. Самолет и салон были обычными. За 2,5 часа полета нам предложили только напитки – чай, кофе, вода и газировка. Хорошо, что у меня с собой были фрукты и шоколадка. Я люблю что-то поесть в полете. Вид из иллюминатора на Аргентину был довольно коричневым и однообразным. Сплошные прерии и пампы. Но на подлете к Чубуту появились снежные вершины горной цепи. В городе Эскель мы приземлились в очень локальном аэропорте, буквально с одной посадочной полосой, которую я не могла увидеть до последней минуты нашей посадки. Было полное ощущение, что мы сейчас сядем посреди прерий. Еще больше меня удивил аэропорт, похожий на деревянную избу, моментально заполненную пассажирами. Первые впечатления очень необычные. На выходе из аэропорта стоят водители такси, которые предлагают свои услуги. И если вы не позаботились о трансфере заранее, то стоит ими воспользоваться. Я же попыталась сориентироваться по ситуации. Общественного транспорта не обнаружила, но водитель туристического автобуса на парковке на мой вопрос, можно ли дойти до города пешком, ответил «да», и я уже начала путь. Но обнаружив себя на дороге посреди елок и гор, одумалась и остановила такси с руки. Важно отметить, что никакого Убера здесь нет вообще. Ни в Эскеле, ни в Тревелине. Хоть в такси уже были пассажиры в виде 2 милых женщин, они любезно предложили мне пошерить с ними оплату за проезд, и мы за приятной беседой доехали до центра города минут за 20. Я вышла на автобусной остановке и принялась ждать туристический автобус Джакобсон, который идет еще до более локального городка Тревелин.
ведь именно там был забронирован мой хостел на первую ночь. Ощущения очень забытые. Я с рюкзаком еду в горную деревню на автобусе в хостел. Хотя последнее путешествие, которое мы совершали с мужем по Турции, было на Мерседесе С-класса с остановками в красивых отелях и ресторанах. Жизнь – это очень интересная штука. Но, как оказалось, я еще не разучилась получать удовольствие от путешествий самого разного формата. И вот еду я в автобусе, смотрю по сторонам и ощущаю себя, как в одной из серий моего любимого сериала «Меня зовут Эрл», где главный герой едет по Мексике искать брата, а на соседнем кресле сидит девочка и угощает его чурросом. В это время девчушка с безрукой грязной куклой подсаживается ко мне, и я угощаю ее орешками. От Эскеля до Тревелина я добралась за 30 минут и 2000 песо. Уже было время обеда. Я пошла на запах костра и набрела на кафе, где в зале тлело бревно в камине, а в меню были эмпанадосы – замечательные аргентинские пирожки с различными начинками. Мне достались с кукурузой, сыром и курицей. После обеда я решила пойти в хостел, заселиться, скинуть вещи и, возможно, по пути купить немного продуктов на ужин. Я шла проселочной дорогой и среди малоэтажных частных домиков, то и дело натыкаясь на цветущие яблони и кусты сирени. В Буэнос-Айресе нет никакой сирени, и я уже забыла, что она имеет запах всей моей прошлой жизни. В деревне, по ощущениям, конец апреля, а по факту октябрь. Но как можно привыкнуть к тому, что здесь пик летней жары в феврале? До хостела меня сопроводили местные собаки, лошади и смех детей, катающихся на качелях. Я вглядывалась в каждый куст в надежде распознать в нем признаки черной смородины, потому что знаю, что она точно тут растет. По аромату ее листьев я скучаю в Аргентине больше всего. Дойдя до хостела, я приятно удивилась открывающемуся виду на горы и ужаснулась небрежности самого хостела. Честно, я таких плохих хостелов еще никогда не видела. Не хочу подробно рассказывать про него, только лишь скажу, что постарайтесь там никогда не останавливаться. Но как бы там ни было, торчать в номере я не собиралась, скинула вещи и пошла догуливать свой день в Тревелине, который оказался совсем не скучным, как я думала изначально, а очень даже атмосферным городком. В городе есть одна основная дорога, вдоль которой располагаются большинство магазинов, кафе и, соответственно, вся местная жизнь. Эта дорога идет до кольца, внутри которого есть парк для активностей и отдыха. Именно сюда к вечеру приехали подростки на родительских пикапах и пришли семьи пить кофе с десертами. И от этой же кольцевой дороги в разные стороны расходятся маленькие улицы с домиками, припаркованными машинами и лодками. Я направилась по одной такой улице, чтобы прочувствовать обычную жизнь людей. Нужно сказать, что хоть асфальт есть не везде, но на улицах довольно чисто, деревья высажены ровными аллеями и аккуратно подстрижены. В какой-то момент я услышала звук барабанов и пошла на него. Через 5 минут следования по обочине я набрела на локальный рынок мастеров, который проходил на территории одного ранчо. На зеленой лужайке, на фоне гор и под ярким весенним солнцем расположились компании людей, наслаждающихся воскресным днем и матте. В эпицентре события били в барабаны и танцевали.
Здесь, под деревьями, я увидела столик с вареньем и выпечкой. Разговорилась с женщиной, которая продавала свои сладости. Она оказалась иммигранткой из Болгарии, которая уже очень много лет живет в Патагонии. Она немного поговорила со мной на русском языке и рассказала, что здесь очень популярны разнообразные джемы и особенные пироги, похожие на кекс с орехами и сухофруктами. Но варенье из вишни у нее, к сожалению, не нашлось. День начал двигаться к закату, а мне хотелось его посмотреть с холма, на котором находится мой хостел. Я решила вернуться в центр, чтобы найти еду, и отправилась снова вдоль дороги к кольцу. Такое непривычное ощущение созерцать повседневность и обычную жизнь на фоне этих горных вершин. Вот школьники играют в баскетбол или катаются на скейте, а позади самая длинная горная цепь в мире, которая проходит через весь континент. Это осознание никак не умещается в мою голову. И еще сюрреализм увеличивается в масштабах, когда понимаешь, что горные пейзажи окружают тебя на 360 градусов. Реально, в какую сторону ни посмотри, везде эти хрустальные пики. Я раньше никогда такого не видела. В этом заколдованном состоянии я добрела до кофейни, где был неплохой выбор еды, и я решила поужинать, тем более, что в этом хостеле я совершенно не хотела ничего готовить и есть. Кстати, очень приятное место и отличный кофе. А еще я присмотрела здесь сувениры, которые можно привезти из Тревелина для друзей. Например, брендированная посуда, мерч или патагонийский чай, сладости и соусы. Солнце опускается ближе к горам, а я уже на подходе к хостелу и готова увидеть, как выглядят Анды в закатных лучах, и буду завершать этот день и готовиться к следующему. На утро я встала с рассветом, чтобы до поездки на ранчо с тюльпанами успеть позавтракать во вчерашнем кафе. На улице был 1 градус тепла, а под ногами трава в инее. Собаки уже не спали и провожали меня лаем. По пути к центральной площади я зашла на автозаправку, потому что там обычно всегда есть минимальный набор продуктов и кофе, которые можно взять с собой. И обнаружила, что на полке со сладостями стоят баночки с вареньем из крыжовника и вишни. Вишневое варенье в Буэнос-Айресе я не видела никогда, да и вообще такие ягоды, как смородина, крыжовник и вишня, в столицу почему-то не привозят, хотя на юге страны они растут. В Буэнос-Айресе можно встретить только черешню, но это совсем другая история, а все мы знаем, что из вишни получается самое вкусное варенье. Конечно, я купила баночку и тут же открыла ее, чтобы вспомнить этот вкус. Дальше я прогулялась по утреннему еще сонному городу, посмотрела на достопримечательности, которые вчера не успела увидеть, и села в кафе. На завтрак у меня был пирог с патагонийской малиной и вкуснейший кофе. Ближе к 10 часам утра к домику с драконом, он же туристический пункт, где можно познакомиться с маршрутами экскурсий, пришел автобус Джакобсон. И мы, заплатив по 8000 песо за проезд, отправились на ранчо. По пути я увидела из окна автобуса еще много интересных мест, куда следовало бы сходить. И оказалось, что городок Тревелин совсем не такой скучный и достоин большего времени, чем один день. Благодаря богатой истории этого края здесь можно встретить множество нетипичных достопримечательностей. Например, здесь есть чайный домик с дегустацией локальных сладостей и уэльским чаем, а также протестантскую церковь, очень живописно стоящую в пейзажах Чубута. Дело в том, что раньше городок Тревелин был колонией Уэльса, и это наложило здесь большой отпечаток на культуру, традиции и архитектуру. И до сих пор примерно 40% местных жителей имеют валлийское происхождение. В окрестностях Тревелина можно посмотреть на мельницу посреди поля с люпинами и встретить у подножья гор на мелководье большие семьи розовых фламинго, а весной полюбоваться цветением тюльпанов. Кстати, как раз сюда мы и едем. Если добираться в это место на туристическом автобусе, то дорога от центральной площади Тревелина займет около 30 минут. Сначала по асфальту, а дальше по пыльному гравию.
Водитель нашего автобуса при съезде на Гравий прошелся по салону и закрыл все окна, чтобы пыль не налетела внутрь автобуса. Мы прибыли на тюльпановое поле в 10:30 утра, а обратно автобус заберет нас аж в 3 часа дня. Кажется, 5 часов – это довольно много, даже для прогулки в таком прекрасном месте. Но пойдемте посмотрим, что же здесь есть. Благоустроенная территория с небольшой ярмаркой местных продуктов. Можно продегустировать и купить сидр. В баре на лужайке есть напитки и свежевыжатые соки, закуски и фруктовые салаты. Также здесь продаются луковицы тюльпанов, которые вы видите на этом поле. И еще довольно большое кафе с полным меню и великолепным видом. Но мы приехали сюда в первую очередь за визуальным эффектом, а он здесь просто невероятный. Горизонт из кристальных гор, яркое солнце и свежесть воздуха, которую можно попробовать на вкус. И среди всего этого тюльпаны. Ощущаешь себя как на другой планете или будто попал на обои с компьютерного монитора. Но нет, это все сейчас происходит со мной на самом деле. Яркость красок просто выкручена на максимум. Глаза сходят с ума от таких видов, если честно. А как ситуация с цветением тюльпанов? Я оказалась здесь 14 октября. Нужно сказать, что весна в этом году довольно теплая. Конечно, цветы раскрыты далеко не все. Но я думаю, что не бывает такого периода, когда абсолютно все тюльпаны будут цвести разом. У разных сортов все же разное время цветения. Хотя числу к 20 октября, я уверена, красок на поле становится гораздо больше. Можно походить среди рядов с цветами и рассмотреть каждый вид. Собственно, этим и занимается народ. Неспешно гуляет, наслаждается и делает фотографии на память. Гораздо большую визуальную площадь занимает вот этот цветущий желтыми соцветиями сорняк. И, нужно сказать, сильно добавляет атмосферы. Кстати, после тюльпанов здесь начинается цветение пионов, и примерно с 1 декабря можно посетить это ранчо снова, чтобы увидеть, как цветет пионовое поле. Входной билет на тюльпаны и на пионы в этом году составил $10. После долгой прогулки и разглядывания каждого цветка у меня еще оставалось пара часов до автобуса, и я решила пообедать в кафе. Но как раз в это время приехал полный автобус пенсионеров, и они оккупировали весь зал кафе. Я все же нашла один столик на улице и съела свои каннелони с сыром и соусом болоньезе. Если бы я знала заранее, что от тюльпанов можно пешком дойти до мельницы и до водопадов, то обязательно бы прогулялась и туда. А так я разместилась в тени и просто сидела и смотрела на красоту, пытаясь оставить отпечаток этого дня в сетчатке своих глаз. В 15:00 приехал тот же туристический автобус Джакобсон, и я уехала на нем в следующий город и хостел. В Эскеле я вышла на автовокзале и побрела в хостел, в надежде, что он окажется лучше предыдущего. По пути мне встретились широкие улицы с тенистыми аллеями, множество кафе и магазинов и даже пара автосалонов. Этот город уже выглядел более жилым и развитым, но все еще одноэтажным. Дойдя до хостела и заселившись в него, я с облегчением вздохнула. Ребята на ресепшене были очень дружелюбными, постели чистыми и пушистыми, кухня вполне предназначена для приготовления еды и комфортного ее потребления. Много пространства и активностей для досуга. Остаток дня я потратила на то, чтобы прогуляться по городу, посмотреть его повседневную жизнь и найти себе еду на ужин. Городок, конечно, колоритный и очень чистый, ухоженный. Пейзажи здесь тоже гористые, но здесь горы другой формы и цвета. Это не Анды, а много разных других небольших гор, некоторые из которых имеют несколько цветов. В Эскеле также много локальных магазинов и мини-производств. Например, здесь готовят пасту. Среди одноэтажных домиков я нашла несколько питомников с растениями и приставала в них к продавцам с вопросами, есть ли в продаже кустик черной смородины, чтобы увезти его с собой в Буэнос-Айрес. Черной смородины не оказалось, только крыжовник. После 2 дней в Чубуте у меня обгорело и сильно обветрило лицо, поэтому я купила в аптеке увлажняющую маску для лица. Сделаю ее перед сном.
На ужин я нашла отличную кулинарию готовой еды с большим ассортиментом различных блюд, которые выглядят и пахнут очень аппетитно. Я взяла овощи с курицей и отправилась в хостел ужинать и отдыхать. На утро третьего дня у меня было запланировано посещение железнодорожной станции Ля Трочита, с которой отходил винтажный туристический поезд. Нужно было успеть позавтракать, и, к счастью, в хостеле подавали завтрак. Как было написано на сайте при бронировании, что завтрак у них великолепный. И правда, еда была очень хорошей. Парни, которые заведовали хостелом, сварили кофе, принесли свежие медиалунасы, кексы и хлеб для тостов. Были фрукты, творожный сыр и вкуснющий джем из шиповника. Съев все это и запив 2 чашками кофе, я направилась смотреть на паровоз. К сожалению, билетик, чтобы прокатиться на нем, я купить не успела. Если хотите покататься на паровозе, то посадочный нужно приобрести сильно заранее на сайте. За 3,5 часа поездки придется заплатить около $60, если вы иностранец, и в 2 раза меньше, если являетесь резидентом Аргентины. На станции было очень много людей, ожидающих прибытия поезда. Пришли и те, кто едет кататься на поезде, и такие, как я, просто посмотреть. И нужно сказать, что зрелище действительно впечатляющее. Есть какой-то вайб Дикого Запада, когда на фоне гор и прерий к станции подходит парящий и гудящий свисток-локомотив, и его цепляют к деревянным вагонам. Все это выглядит очень аутентично. Скрипящие полы, скамейки и печи, которые в холодное время года вполне способны обогреть вагон и добавить аромата угля. Состав имеет несколько вагонов разного вида и даже вагон-ресторан. Поглазев на поезд вблизи, я устроилась поудобнее на пригорке и вместе с собакой, которая прибилась ко мне, начала ждать отправления поезда. Когда пассажиры заняли места согласно купленным билетам, локомотив тронулся, и состав медленно начал уходить в горный пейзаж, оставляя за собой облака пара и громкий свист. Я еще немного поошивалась на станции, заглянула в музей, перекусила сэндвичем и, поняв, что впереди еще весь день, решила все же добраться до другой туристической локации, но знала бы я, что меня ждет, ни за что бы не пошла туда пешком. Здесь есть небольшая предыстория. На самом деле в провинции Чубут есть потрясающие национальные парки с лесами, горами и развитой инфраструктурой. В один такой нацпарк можно отправиться из Эскеля и Тревелина даже на автобусе. Только вот ходят они туда не каждый день. И сегодня как раз такой день. Но есть красивые лагуны и горные реки, более доступные из центра Эскеля, например, лагуна Ля Сета. Так мне сказали мои соседки по комнате и поставили локацию на карте. В соответствии с этой локацией от железнодорожной станции Ля Трочита пешком нужно было пройтись около 30 минут. Но что такое для меня 30 минут, когда впереди весь день? Минуя несколько улиц и кустов сирени, я была на месте, по мнению навигатора. Действительно, частный сектор как будто закончился и появился намек на лес. Но никакой лагуны я не вижу. Спрашиваю прохожих, где находится лагуна, и мне показывают направление. И говорят, что пройти нужно еще пару километров. Ну ладно, и это не так много, думаю я. Наверное, нужно отойти подальше от дороги. Но действительно, какая же лагуна на обочине? Я начинаю подниматься в гору по указанной дороге. Гора становится все круче, а дорога превращается в серпантин. Вот я уже поднимаюсь по грунтовому зигзагу минут 30, а лагуны и не видно. Солнце становится активнее, я уже вся мокрая от пота. Останавливаюсь в теньке, снимаю толстовку и тут же замерзаю от свежего горного ветерка. Вода в бутылке заканчивается, и начинается осознание, что я уже вскарабкиваюсь много, а сколько идти вверх неизвестно. Может быть 5 минут, а может час. В этот момент меня бодрым шагом догоняет мужчина и сообщает, что идти еще пару километров. Но я уже так много прошла, что точно должна попасть наверх, хоть с каждым шагом становится тяжелее.
Так мы продолжили путь к лагуне уже вдвоем. Клянусь, что если бы не этот мужчина, совершающий свой каждодневный ритуал восхождения на гору, то я бы не добралась. Он как персональный коуч довел меня до вершины буквально за руку. Добравшись до первой лавочки у воды, я рухнула на нее и сняла обувь, чтобы дать ногам отдохнуть. У меня было с собой 2 сэндвича и оставалось немного воды. Ими я и пообедала с просто потрясающим видом. Я находилась на берегу горного озера, на лугах вокруг которого паслись коровы и лошади, а в прибрежной растительности ворошились разнообразные птицы. В подобных местах я бываю крайне редко. Здесь хочется не думать ни о чем, а просто действительно побыть в моменте. Здесь и сейчас. Просто ощутить, что в это мгновение времени с тобой происходит уникальный опыт, не имеющий ничего общего с твоей повседневной жизнью, наполненной рутиной и решением задач. Я решила прогуляться немного вокруг озера. Среди деревьев стояло несколько машин с тихо отдыхающими людьми. Кто-то готовил обед, кто-то пил матте или готовился отправиться в плавание на каяке. На пляже я увидела что-то типа магазина или кафе, но он был закрыт. Я немного расстроилась, что у меня закончилась вода и нет возможности ее купить, но уходить с лагуны я все еще не собиралась. Я начала приближаться к быкам, которые выглядели не слишком дружелюбно, но смотрелись потрясающе на фоне воды, травы и гор. Начало становиться все больше людей. Приехали сеньоры с 3 золотистыми ретриверами, которые из машины бросились прямиком в воду. И кафе открылось, и заиграла музыка. Я заказала чай и шоколадку, и этот пакетированный чай было просто нереально вкусно пить на берегу озера после всего, что со мной приключилось за день. Я посидела еще немного, готовясь совершить такой же путь, только теперь вниз с горы. Но оказалось, что ребята из кафе могут вызвать такси, которое доставит меня в город. И я с удовольствием воспользовалась этой функцией. Конечно, идеальным решением для путешествия по Чубуту было бы арендовать машину. Тогда можно, независимо от расписания автобусов, посетить гораздо больше интересных мест здесь. Доехать до этой лагуны или до национального парка, не ждать на тюльпановом поле 5 часов, когда вернется автобус, остановиться у розовых фламинго и даже съездить в соседний городок Бальсон. С автомобилем было бы в 1000 раз комфортнее и интереснее, но я ходила везде на своих 2 с рюкзаком за спиной, одновременно сгорая от солнца и замерзая от ветра, и все равно прекрасно провела время. В общем-то, на этом мои приключения закончились. Дальше я просто купила еду в кулинарии, приняла душ, намазала кремом обветренное лицо, напилась чая и легла спать. А утром зашла в магазин, чтобы купить себе и друзьям варенье из вишни и шиповника, и местных конфет, и поехала на такси вместе с соседками из хостела в аэропорт. Эта деревянная изба снова заполнилась людьми, офицеры на металлоискателе заодно посмотрели в билет и паспорт, и мы погрузились в маленький самолетик на маленькой посадочной полосе и взлетели над прериями. Через 2,5 часа капитан самолета объявил посадку. В Буэнос-Айресе было пыльно, шумно и очень влажно. Дома ждал букет цветов и готовый обед. В телефоне куча срочных рабочих вопросов. Большое спасибо, что вы вместе со мной отправились в это маленькое путешествие в Патагонию и досмотрели все приключения до конца. Впереди еще много новых и интересных мест, которые я вам покажу из Буэнос-Айреса или других городов. Надеюсь, вам сегодня было интересно. Ну а если это так, то ставьте лайк этому видео и делитесь им с друзьями. И до встречи в комментариях.